Всем здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Я Смирнова Лилия, врач-дерматолог-косметолог, и мой канал посвящен красоте и здоровью кожи. Сегодня у меня тема сухость кожи, которая связана не только с сухостью лица, но и сухостью тела. Итак, почему же сохнет кожа на теле? Причины могут быть разные, и сегодня я хочу о них вам рассказать. Первая, самая распространенная ошибка – это неправильный домашний уход. То есть раньше говорят, заболевания от грязи, сейчас заболевания от чистоты. К сожалению, многие люди моются гелями для душа каждый день, и при этом кто-то умудряется еще и 2 раза в день. Почему этого делать нельзя? На поверхности кожи есть естественный крем кожи, который состоит из кожного сала и пота. Когда мы используем гели для душа, которые являются щелочами, мы ощелачиваем естественный крем кожи. То есть мы его смываем. Когда мы моем посуду, то мы видим, как жир уходит от того, что мы используем фейри, достаточно активную щелочь. И то же самое происходит с кожей. В естественном креме кожи содержится микробиом кожи, который обеспечивает местный иммунитет. И когда мы смываем естественный крем, мы также снижаем местный иммунитет кожи, и это может в дальнейшем привести к инфекционным экземам или также другим определенным заболеваниям, которые будут вызваны данной причиной. Итак, как же необходимо правильно использовать гели для душа? Ими нужно мыться 2-3 раза в неделю. Чаще нет необходимости, иначе вы просто высушите вашу кожу, потому что вода сама по себе, она сушит кожу. Если вы планируете мыть какие-то интимные зоны вашего тела, используйте для этого определенные средства, остальное тело просто мойте водой. Этого будет достаточно. А если же у вас кожа уже сохнет, то в аптеке продают определенные гели для душа на основе молочка, на основе крема, либо же на основе масла. Если хотите наиболее бюджетный вариант, то это будет детское мыло. Итак, следующая причина сухости кожи тела – это дефицитные состояния. Допустим, витамин D участвует в формировании иммунитета кожи, витамин А, витамин Е. При их дефицитах также есть момент и магний, кремний, на самом деле много различных макро-микроэлементов, которые участвуют в формировании всего этого. И когда недостаток в коже формируется или в организме в целом данных компонентов, то сухость кожи является неким таким симптомом данных дефицитов. Это также является еще и распространенным моментом недостатка омега-3. Поэтому я, как правило, пациентам с сухостью кожи назначаю омега-3. Следующий момент – сухость кожи как некий симптом определенных заболеваний. Например, гипотиреоза или железодефицитной анемии. При данных заболеваниях также может формироваться сухость кожи. Определяется уже исходя из сбора анамнезом доктором, то есть к доктору приходит пациент и говорит: у меня там сохнет кожа. И доктор собирает анамнез и уже делает вывод. Поэтому мы, как правило, доктора, как некие исследователи, опрашиваем пациентов на приеме для того, чтобы выявить причину. Потому что пациенты порой сами не понимают, и им нужна помощь доктора, консультация специалиста. Это совершенно нормально. И исходя уже из того, что мне говорит пациент, я уже начинаю понимать: ага, здесь все-таки что-то мне не нравится, скорее всего, проблема с щитовидкой, а здесь вот нужно провериться с железом, а возможно нужно сдать и то, и это, то есть провести некие такие обследования. Либо же мне пациент уже сам говорит о том, что вот я там моюсь гелями для душа каждый день, и еще и утром, и вечером, то, соответственно, здесь однозначно нужно менять домашний уход. Итак, следующая причина сухости кожи – это кожные заболевания. Сухость кожи может быть при псориазе, при различных дерматитах, атопическом дерматите, то есть при определенных врожденных кожных заболеваниях, или же те заболевания, которые могут активироваться у человека в каком-то определенном возрасте в результате перенесенного стресса, гормонального сбоя и так далее. Вот это основные причины сухости кожи. Если видео для вас было полезным, не забывайте мне ставить лайк. Это такое ваше спасибо для меня. А также, если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. И не забывайте на меня подписываться. И до встречи с вами в следующих видео.